черный. У меня такой же был покер, прям один в один. Русский спаниель. У меня Чак был. Тоже пес. Классный такой. Это такой же чумной, да? Сразу только прилетели, давай палки им бросать. Ну, Давай. прилетели мы в лагерь Кедровая. Это наше первое место, откуда мы будем начинать ловлю. Сейчас выгрузились, вертолет уйдет дальше в другой лагерь. Ну, мы останемся здесь и, в общем, сегодня будем обсуждать наши планы. Потому что планы у нас большие, нужно посетить очень много мест. И, в общем, сейчас отправимся в лагерь уже и посмотрим, как же выглядит лагерь. Здесь я нахожусь впервые. Не понимаю ничего, не знаю, как здесь выглядит рыбалка, не видел лагерь, вообще ничего не знаю. Только наслышан о великолепии реки Жупанова, о том, какая здесь классная рыбалка, какие крупные микижи. Все. Больше на этом вся информация, то, которой я владею, она заканчивается. Поэтому буду нарабатывать свой опыт. Ну и, соответственно, вам мы будем все рассказывать, как здесь все выглядит. Ну и вы увидите все сами. В основном все названия на Камчатке рек именовались именами тайонов, то есть глав стойбищ. Например, жит тайон, жил тайон Жупган, Жупгат. И так называли реки на Камчатке. Получается, Жупанова первое название было, но не все. Жупгат. Чупанова. Чупанова. Потом Жупанова, да. Ну, вроде как русскому человеку Жупан слово понятно и известно. Ну и вулкан Жупановский, соответственно, тоже, потому что река Жупанова. Реку использовали, когда ехали с Верхнекамчатского острога до поселков, которые находились в устье реки в Тихом океане. То есть это как еще и, получается, тракт был такой. На ботах, на лодках, долбленках летом перемещались на реках. Да, зимой на собачках, летом на реках. Вот такая логистика интересная была. Это имитация. Про реку Жупанова я слышал очень много историй о том, что здесь водится та самая крупная микижа на Камчатке, и у тебя есть шанс поймать эту рыбу. До этого момента у меня не было возможности посетить эту реку, и обходил я ее как-то стороной, потому что были более интересные объекты ловли. Но в этом сезоне я попал впервые на Жупанова, и когда я приехал сюда, у меня сложился определенный стереотип по тем данным, по той информации, которую я получал от своих друзей, товарищей, которые здесь были неоднократно. И когда я ехал, я примерно был готов к определенной рыбалке. У меня в голове было понимание, какая река, какие снасти использовать, какие мухи я буду использовать для ловли микижи. Но конкретной информации о том, как стоит рыба, где она стоит, что она предпочитает, какие предпочтения у нее в течение дня, как они меняются, этих данных у меня не было. Потому что большое количество рыболовов, у всех разный уровень подготовки и у всех своя информация, которую рыболовы получили на этой реке. И она, прежде всего, эта информация исходила из опыта рыболова. И когда я сюда отправился, я подготовился к определенным условиям ловли, с чем я столкнусь. У меня был опыт ловли микижи на похожих реках, и я знал, куда я отправляюсь. Я слышал о том, что на реке Жупанова есть несколько рыболовных лагерей. Один лагерь располагается вверху, там средний лагерь, нижний лагерь, и есть еще сплавная программа. Сплавная программа как раз заканчивается выше верхнего лагеря, там, в 10 или там, 12 километрах. На этом вся информация у меня и заканчивалась, потому что я понимал, есть там 2 участка, на которых мы будем рыбачить, и мне нужно быть готовым ко всему. Я понимаю, что для меня самый интересный объект ловли – это микижа. Также здесь в реке есть и крупная кунжа. Кунжа начинает чуть позже заходить в реку, и будут ли у нас поимки кунжи, я не знаю. Потому что, разговаривая с ребятами, с гидами, которые здесь находятся на реке, говорят, что кунжи в этом году заход минимальный и больших рыб не было. Поэтому будем облавливать участки, будем облавливать точки. И вот то короткое время, которое я нахожусь на реке, я нахожусь на территории лагеря Кедровая. И
уже собрал какую-то информацию для себя полезную, ну и буду из этого исходить. И как будет проходить рыбалка, вы все увидите, ну и в моменте рыбалки будем делиться своим опытом, будем делиться своими наработками, то, что мы узнаем про реку, и я надеюсь, вам эта информация поможет. Самая основная задача, которая у меня стоит вот в этой поездке, это поймать микижу, ну и побить тот рекорд, который у меня еще держится. Я на одной из рек Камчатки поймал самую крупную микижу, это 63 сантиметра. Рекорд этот свой я не побил. Потому что конкретно микижей я не занимался. Были у меня определенные рыболовные программы, когда мы искали другие объекты ловли, ну и попадались крупные микижи. Тут обитают рыбы больше 70 сантиметров, и, конечно, хочется уйти за отсечку 70 сантиметров. Ну, если повезет, поймать рыбу, конечно же, и крупнее. Сезон захода лосося в этом году чуть запоздал, рыба пошла позже. В реке еще есть кита, в реке много кижуча, но это как раз осеннее время, это то время, когда кижуч массово начинает заходить в реку. Кормовая база у микижи хорошая, какая у нее будет активность, неизвестно. Уровень воды в реке стоит средний. На лодках можно везде подняться, и на водометах здесь комфортно перемещаться. Поэтому условия ловли стандартные. И если нам, конечно же, погода не испортит нашу рыбалку и не пойдут дожди, то река будет чистая, и мы прекрасно проведем время на реке. Ну а как оно пройдет, вы все увидите. Только бросили вещи, пообедали и сразу же собрали все необходимое и отправляемся на реку. Сейчас поднимемся выше базы. Напоминаю, мы находимся на базе Кедровая. Это верхняя часть реки Жупанова. И сейчас мы отправимся выше на интересные точки. В общем, гид нам покажет, где здесь стоит микижа. Ну и я думаю, что нам сегодня повезет, и мы с вами увидим эту рыбу. Я здесь нахожусь первый раз, не имею представления вообще о характере реки. Ну, понятное дело, повадки микижи понимаем, знаем, где ее искать. Но характер реки, места ловли, тактику, которой мы будем пользоваться, пока непонятно. Единственное, знаем точно, на сухие мушки, на мышей мы ловить не будем. Что мы будем ловить по глубине, ловить крупными мухами, ну и стараться поймать крупную микижу. Немножечко решили времени не терять зря, да? Пока дожидаемся. На телефоне видео откуда. Пока дожидаемся нашего гида, вот здесь на парковке лодок, да, микижа. Решил сделать несколько забросов. В 5-7 забросе поклевка у берега. На черную пиявочку взяла рыба. Сейчас посмотрим, кто это. Ну, надеюсь, что это микижа. А я уверен, что это микижа. Слушай, ну она засадила, будь здоров, сразу такая поклевка под берегом. Ну, река большая, и здесь на самом деле очень здорово ловить свечами. Вот поклонники ловли на двуручное удилище, на свич удилище, вот на Жупанова половить микижу. Вот самый драйв. Пошли его парковать. Ну, хорошая рыба такая, я думаю, сантиметров. У меня есть рулетка, сейчас эти замеряем, если парканем ее. О, слушай, да там размер. Есть. Слушай, ну... А ну показывай ее нам, гляди там размер. Хо-хо-хо-хо-хо! Первая поимка. Первая. Вот сколько мы тут ловим, тут я не знаю, по времени и размер. Ты посмотри. Приложи к сачку. Посмотреть по сачку я примерно пойму. Смотри. Слушай, она уже ловлена. Чуть-чуть 70 нету. Смотри, вот тут 70. Ну да, рулетку. Сейчас померяем, смотри. Обалдеть. Просто несколько минут ловли на реке, и я поймал превосходную рыбу. Классный самец. Он такой же ловленный был. Такой резидент, который живет здесь под лодками. Его периодически, наверное, подлавливают. Ну, классный рыбеха. Смотри, какой плавничок. Это просто, смотри, шедевр, глянь. Просто такая живопись. Сейчас, чихо, чик. 67, 68, 69. 69 сантиметров. Это что? Я переплюнул свой рекорд, слышишь? Очень долго у меня микижа была, 63 сантиметра рекорд. И вот мы находимся на Жупаново. Ребят, вот первые минуты ловли, вот честно, ждали гида, и я тут под лодками побросал, и 69 сантиметров. Это моя
на сегодня самая крупная микижа, которую я только ловил нахлыстом. Да еще, в принципе, которую только ловил. Именно дикая микижа. Круто. Слушай, надо фоточку обязательно сделать. Неожиданная такая поимка. Первая поимка и такая хорошая рыба. Ох, как она из рук вывалилась. Круто. Прям... Пока, наверное, не понимаю, что я сделал. Ну, рыбу поймал. Супер. Эмоционально. Ну, вот она моя самая любимая пиявочка. Смотри, какая сине-черная. Давай, Виталий Иванович. Поздравляю. Спасибо. Первая моя рыба на Жупанова. Микижа. 69. И 69. Круто. Ну, это твоя 70-ничек. 69-я, это 69, это твой рекорд? Рекорд личный, по да? Микиже, да, рекорд личный. Была 63, вот сколько лет, там, с 2010 года. Ну, я и не заморачивался Микижей, и не ловили, в принципе, мы ее. Но 63 у меня рекорд держался очень долго. Даже на стилхедовых реках, ну, там мелко, понятное дело, Микижа, там, такие, под 60 попадались. Но таких не было. Ну, мы находимся на той реке, которая славится такими Микижами, Именно которая больше крупными, 70 сантиметров. Тут есть такие, да. Ну, будем ловить, смотреть. Здесь вот выход там, вот под коряжником по-любому прячется. Может не крупный, но что-то есть. Там вот выход, вот протока, где выходит, вот туда в ямку. Ну вот начать надо вот отсюда и выход в протоке. Попробуем. Да, это? Знаю. Да. Кунжа. Так, Микижа, Микижа. Микижа, да? Кунжа. Кунжа, да? Кунжа. Хорошая. Да, согласен. Ну, не удалось замерить. Ну, я примерно понимаю, сейчас посмотрю. 45-48. 45 была. Зачет. Зачет был. Ну, круто, что. Есть коса, просто здесь можно идти. Так, надо идти. Видишь, чуть-чуть в свете буруны. там? Йо-йо-йо! Иваныч, я вообще ее сдвинуть. В струю залезла, я ее пытаюсь со струи просто вытащить. Смотри, что делается. Пошел. Оп-оп-оп-оп. Что он там? Есть. Иваныч, нормальный размер. Зубастый. Такая у нас кита, поимка. Это вторая моя рыба, которую поймана на реке Жупанова. Ну, здесь киты, горбуши, понятное дело, там и кижучи сейчас попадаются, все лососевые в реке. Но нас прежде всего интересует микижа. Самый интересный и ценный объект ловли для нас. Потому что, ну, в принципе, это очень такая ценная рыба для спортивной рыбалки, на микижа. И ловля ее очень интересна. И сейчас микижа, это тот резидент, который живет постоянно в этой реке. Она занимает места стоянок именно за нерестящимися лососями. Сейчас вот здесь стоит кита, соответственно, на выходе из ямы будет по-любому микижа, потому что кита будет там нереститься, будет нести икру, ну и микижа питается этой икрой. Это естественное место, где микижа может стоять и активно кормиться. Поэтому сейчас потихонечку подбираемся к точке, и, ну, я думаю, микижу мы здесь должны поймать. Ну, пока это все у нас пиявочка. Туда ниже завтра пойдете. Там, да, там пороги. Такие есть, прям протоки сваливаются с камней. Там, ну, там немного другая река. То есть, там уже тактика совсем другая тоже.
где-то вот свал с основной реки в протоку вроде, как бурление вот это, вот оттуда прям короткие такие тычки, то есть. Я говорю, смотри, вот вы бросаете, ждете, она сплавилась, ну, немножко подобрали и сразу убираете, да. А мы еще на себя, как бы это не противоречило, мы стрипуем. То есть, да, стрип подождал. Началось вот это вот. Ну, вроде, жует, да, жует, вроде нашел ее. Главное, ну, чтобы нервы держали. То есть она тын, из-под морды выдернула, все, она уходит. То есть, не дай бог еще уколол, все, вообще беда. Ну, вообще на Камчатке человек живет около 15 тысяч лет. Так вот, раньше люди, конечно же, селились там, где есть река, где есть еда. Соответственно, в районе реки Жупанова, в устье, где река впадает в Краносский залив, ну, соответственно, в Тихий океан, там тоже были поселения тельменские. И раньше эту реку использовали как тракт. Это была дорога с Верхнекамчатского острога, одного из первых таких уже населенных пунктов, когда на Камчатку после 1697 года пришли русские. Это был основан Верхнекамчатский острог впоследствии потом, и ее использовали как дорога, которая вела к устью реки Жупанова, в Краносский лиман, там тоже находились стойбища. Ну, вообще, раньше, где были реки, где идет нерест, где идет рыба, конечно же, селились люди. Испокон веков это были и тельмены именно в этом районе. В Камчатке самый многочисленный народ – это и тельмены. Хорошо, и слава богу, они сейчас до сих пор у нас существуют. В отличие от айнов, это южные народы, которые заселяли Курильские острова и юг Камчатки, Лопатка, мыс Лопатка. Их уже, к сожалению, не существует как народность в таких вот, можно сказать, кое-где невыносимых условиях, но прекрасно жили при этом много тысяч лет и рыбачили. И живописно, видите, рыба, когда она идет на нерест, да, с Тихого океана, она же несет не только себя, она и несет при этом огромное количество различных полезных химических веществ в воду. И, по сути, нашей камчатской рыбой питается не только человек, тут питаются и деревья, вот пойменный лес весь, который здесь растет, он питается тоже тем, что несет рыба. И белоплечий орлан, самый крупный орлан вообще из всех. И медведь, и человек, и все здесь питается рыбой. Спасибо, что каждый год она идет на нерест к нам сюда, на Камчатку. Ну, к слову, все 6 видов тихоокеанского лосося неблагородного не рестится на Камчатке. Мы только вышли с Упругова, и там первая яма такая. 30-29 было. Ну, не сказать, что так прям фейерверк, но каждый день вот ловили. Ну, вот в районе 30-ника там попадались рыбы. Ну, я вел учет, как бы это. Ну, научный. Да. Ага, прикольно. Пригодится. Ага. Этот наш Ной его лучший результат 18 он поймал. Это в том числе вот это на 31. То есть 18 рыб за неделю. Нет, за день. 18 рыб за день. Мякиш только, не считая гольцов. Один рыболов. Да, но он очень опытный, очень опытный. Сегодня у меня 1,8 поймал, 1,3. От опыта очень зависит, кто как умеет читать реку. И этот их предводитель, который привез этот Ноах. Жером. Нет, Ноах. Ной. Такой вообще без башни. Реку видит вообще досконально. И мы сплавлялись не постоянными экипажами, а каждый день они меняли гидов. И я с этим Ноем 2 дня плыл. Он очень их очень профессионально натаскивает всех. И буквально вот в течение дня он ставил навыки там, и как реку видеть. Really? Yeah, from Texas, but I live in Florida. But I work here on the river for 3 seasons. Okay. Yeah. How are you, my friend? Виталий. Vitaly. Виталий. Noah. No. Приятно познакомиться. О, наш чел! Мой брат. Наш чел! I'm sure that you know the Justin Miller. Yeah. Oh yeah. He's my friend. Yeah. Yeah, that's the boy. Yeah. A couple of seasons I've been with him in Utkalo. Oh no way. On the Steelhead project.
Втыкайся сразу. Ну и шумовые ракеты, можно отстреливаться. Тах-тах-тах, 4 выстрела. все сразу оказывается вместе. Мы сейчас уехали выше базы, поднялись, не знаю, на полчаса прошли на лодке и облавливаем сейчас, в принципе, все перспективные и интересные места для ловли. Всякие там повороты реки с такими тихими карманами. И для ловли я использую свич-удилище и различные мушки в стиле пиявка. Там черные, синие, в розовые цвета. Наша задача нащупать микижу, ну и если есть какая-то другая рыба, там, половить ее. Но цветом мушки можно отсечь нежелательные поимки кижуча или киты и вот фокусироваться именно на микиже. Потому что здесь для меня, прежде всего, в этой реке самый интересный объект ловли — это, конечно же, микижа и микижа крупных размеров. Ну, и поэтому я применяю тактики ловли, которые вот я использую для ловли стилхеда. И вообще самая основная сейчас задача для меня именно понять, какой цвет микижа здесь предпочитает, какой стиль проводки, ну и примерно понять места, в каких она любит останавливаться. С нами сейчас гид Максим, он показывает все интересные точки, где обычно ловят микижу. Но мы с Виталием пытаемся обловить какие-то еще интересные места, которые нам прежде всего интересны в силу того, что, ну, допустим, они похожи на какие-то места ловли, на которых мы ловили на других реках и ловили крупных микиж. И поэтому мы эти места также облавливаем в этой реке. Вот Максим нам показал много точек, где они обычно ловят микижу, и ну, это более такие спокойные какие-то боковые карманы, впадающие ручьи. В этих местах мы также ловим, но какая-то нежелательная поимка рыбы у меня. В общем, задача нам понять и прочувствовать, и найти свои точки для того, чтобы там половить микижу. В общем, все испытываем, все пробуем. Первый визит на реке, нет понимания, нет представления. Ну, у меня в данном случае. И пока вот эту всю, не то чтобы там биологию реки, да, вот именно там жизненную стратегию микижи в этой реке я не знаю, я не понимаю, поэтому мне нужно вникнуть в процесс, с головой перепробовать все. Ну и когда уже будет у меня четкая, ясная картина, я вам про нее расскажу. Давай, смотри, что творит там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ловлю с 5 классом свеча, и ну, ощущение, конечно, крутое. Смотри, что происходит. Я ее просто не могу сдвинуть со струи. Несмотря на то, что у меня 5 класс свич удилище, длина 11,6, я вообще не церемоню с рыбой. Ух ты, смотри, что происходит. Я просто зацепил и давай он нахрапом тащить на берег. Я этим удилищем ловил в этом сезоне чавычи, поэтому протестировал на прочность эту удочку. Очень классное удилище. И вот у меня в этом сезоне для ловли многих рыб на Камчатке это прям ну, самое востребованное удилище, бы сказал. Свич 5 класса. Это кита, да. Самец киты, вот потому они так себя ведут. Смотри какой. Так. Ты иди сюда, друг. Кладись уже.
Тут хорошая кита по размеру, самец, взял муху четко в ножницы, мы называем это место, в угол пасти, в складке муха. Смотри, какой размер-то. Ну, как тарелка, он широкий уже, зубы просто ужас, посмотри. Нижняя челюсть у него, ну, просто монстр. На каких-то других реках, когда ты четко ловишь киту и охотишься за ней, для тебя это не является нежелательной поимкой. Ты ловишь эту рыбу. Но сегодня мы находимся на превосходной реке, в которой водится крупная микижа. И я не фокусируюсь на ловле киты. Поэтому стараюсь ставить мушки, на которые кита не должна реагировать. Ну, бывает такое, конечно же, в прилове кита попадается. Ничего в этом такого плохого нет, но мы сейчас максимально пытаемся отсечь киту и кижуча для того, чтобы сфокусироваться именно на ловле микижи. То, что здесь стоит кита, это хороший признак, это самец киты. Соответственно, здесь есть самки, здесь происходит нерест киты. Ну и значит, вот на входе здесь в такой карманчик боковой стоит здесь кита. Ниже, ближе к выходу должна стоять микижа, потому что кита не рестится, а все равно рыбы делают там кладку икры, и другие рыбы также подходят, начинают там, в общем, рыть это все дно, и икру выносит. И на выходе, вот как раз на ускорении течения, где начинается переход с глубины на меляк, как правило, стоят микижи, и течением несет икру, и они просто стоят, ее подъедают. Поэтому есть шанс на поимку микижи чуть-чуть ниже, вот в этой точке. Пройдем по этой протоке, потом по той. У нас появилась возможность посетить не только базу Кедровая, но и отправиться в нижний лагерь Дзензур. Этот лагерь находится ниже по реке. Река кардинально отличается от верхнего участка, и мы отправились на 2 дня на рыбалку в эту зону. Нам предстояло переместиться с вещами ниже по реке. И во время спуска мы облавливали различные точки. Река менялась на глазах. Если на верхнем участке у тебя взору открывается множество там переходов, яму, свалов, каких-то соединений течений, то там река уже такая более полноводная, очень мало кос, и
река с большими поворотами, с какими-то глубокими ямами на этих поворотах. Когда мы спустились ниже по реке, мы поймали кижуча, киту. Это те яркие представители тихоокеанских лососей, которые сейчас находятся в реке. Также были пойманы микижи. Дзензур – это другой участок реки, большая река, большие ямы. Ловишь в основном двуручным удилищем, потому что дальние забросы тебе нужны. Ловишь крупными мухами, тонущими подлесками, потому что много очень глубоких ям. И для того, чтобы комфортно выполнить заброс где-то там стоя по пояс в воде, очень близко к лесу, одноручным удилищем это сделать очень сложно. И заглубить тебе крупную пиявку будет также сложно. Поэтому проще, конечно, ловить двуручиком. Мы поменяли тонущий конец на S2, и все началось. Вон он. Есть. Это, по-моему, кижуч, хотя непонятно пока. Кунжа? Дим, по-моему, кунжа. Хороший, смотри. Вот он. Это зачет. $62 сантиметра. Хорошая кунжа. Фух. 62 сантиметра кунжа. Это хороший трофей, зачет. Плюс-минус как была. Это 60 сантиметров, чуть меньше, чем та. Та была на 62, да, по-моему. Красивая рыбка, очень красивая кунжа, конечно. Ой, сейчас она. Использую такую муху. В таких цветах это интрудер. Крючочек на тросике вынесен. Для того, чтобы меньше травмировать рыбу. На эту же муху сегодня поймал уже вторую рыбу. Чуть поближе ко мне. Ага, ага. Да, это, Так, Дима, это она. Поднимай голову, мне нужно видеть. Есть, все, оп, она. Алена Алексеевна, посмотри на меня. Маленький подарок. Давай. Это вот большая, которая здесь живет.
Вот она какая Вот она. красотка, ребята, вы посмотрите. Классная рыба. А я же говорю, что все Я получается. говорю, чайникам везет и новичкам, понимаешь? Это не так. А ну-ка, смотри, какая. Смотри, какая счастливая снасть у меня. О, Да, а муха ты видишь? да, я и говорю. 74 сантиметра, 29 дюймов. Ну, 20 лет. Это трофей хороший считается. Почему Дима знает, что тот же самый самец, видишь, отметина на жаберных крышках. У него есть меточка. Как глаз закатывает. Вообще крупная рыба. И пятушки там сверху, да. Официально. С такой рыбиной можно и поздравить. Теперь можно меня в Да. хвостовики принять? Вот может быть, как бы нет пищевой конкуренции, поэтому микиджа вырастает такая крупная. Это одна из, может быть, теорий, конечно. Что скажешь, Игорь? Да, ну все верно, конечно. Две популяции опала и жупанова, самая крупная на Камчатке микижа. Так более-менее встречаются. Именно не по количеству, а по размерному Да, ряду. да, да, я имею в виду по качеству. Там. Это та, которая клевала, мелкая у меня, вторая. Давай, натянем, закидывай ее. Ничего себе, опа-па. А беленькая такая. Ага. Слушай, там-то того размера рыбы, а вообще борется, конечно, она. Наша. Полтинничек. Ну да, полтинничек плюс-минус. Ну хорошая такая, смотри, пухлая. Опа! Опа. А-пара-па-па. Ну ладно, 50 была. 50-50. Такая хорошая, широкая была рыбка. Толстенькая. Примерно вот так, да? Да. Это у нас 58. А, даже так? Да. Не, ну что, какая где-то, ладно, 58. Рыболова, да, Ну, стоят они здесь, конечно, представьте, раздолье, столько всякой живности. Ну, первая была больше, которая подходила, но она не взяла. Она просто подошла и ушла. Даже не касалась. Кижуч? Кижак. Микижа. А, Микижа! Ой-ой-ой! Беленькая. Ух! Вообще такая красивая. О, смотри, ульчесала, гляди, что происходит. У меня там авария, раник смотал быстро. Смотри, что делает, смотри, что. Я катушку заклинил, ранинг. Во, носится. Фрикцион расслабила на рывке рыба. Смотри, гильдиан носится. Ты на рыбу-то смотри. Смотри, что творит. Микижа. Вот это да. Говорю, Виталий Иванович, это 55 сантиметров рыба. Железно. Готов. Давай. Взял, нет? Молодец. Микижа! Хорошая, а белая, точно? Кижак? Кижуч, конечно. А ты думал, Кижуч. Микижа? Конечно, кижуч был, давай.
Не крупный, но тем не менее кижак. Кижуч. Серебристый такой. Очень красивый. По поводу микижового роста, то есть набора веса и размеров, во многом зависит от популяции. Вот я, уже с многолетним стажем побывал на очень многих реках, и оно получается, что условия реки оказывают на это, наверное, главное влияние. Почему здесь такие большие рыбы? Потому что здесь, наверное, хорошая кормовая база, у них достаточно нерестилищ и оптимальный состав, условия. По-грубому я бы разделил по размерам где-то на 3 категории. То есть крупная – это опала и жупанова. Средняя микижа, она тоже такая хорошая, 55 до 60, вес у нее такой 2 с копеечками килограмма. Вот это крупно увидели, вот вы поймали, на 4 килограмма, 72 сантиметра, до 5. Вот на сплаве были, у нас под 6 килограммов было, 34 дюйма, 88 сантиметров такая рыба. Это очень трофейная. И есть реки, где она тугорослая, скажем так. Вот я вам пример приводил, белоголовая. Это на севере западного побережья. Вот такая маленькая микишка. А если посмотреть чешую под бинокуляром, ей там 8-9 лет. То есть здесь бы такая, вот вы поймали, это, наверное, такая 9-летняя микижа, вот это 72 сантиметра. То есть все зависит от условий. А условия, от гидрологии, от рек. Реки на Камчатке делятся на 2 большие категории. Это тундровые, которые в пределах этой западной низменности. Они меандристые, дно там такое не очень каменистое, больше такой мелкий щебень. Там большие площади нерестилищ, они очень удобные для этого, но кормовая база очень низкая. И получается так, что природа оптимизировала, там преобладает проходная форма микижи, ее называют камчатская семга, которая родится, там пару лет проводит в этой речечке, а потом уже начинает на питание уходить в море и возвращается вот такими уже торпедами. Стояла прямо на свале, вот миляк-миляк, и синяя вода начиналась, и прям муха прошла, как остановка. Да, микижа. Иваныч микижа. Прям на свальчике стояла так. Слушай, ни одного прыжка. Ну да, хорошая такая. Все, идет. Готов? Пойду потихонечку на тебя, на тебя, на тебя, на тебя. Ну, Виталий Иванович. Есть! Есть! Это она. Это Слушай, 70 нормально. с лишним. О, ёлы-палы. Ребята, Обалдеть. Слушай, ничего себе. Это самка тем более. Смотри, морда какая круглая. Обалдеть. Вот это да. 72. 72. И у нас 28, с копейкой. Почти 28 с половиной. я вас поздравляю. Ну, это прям, это Знаешь, что прикол? деваха. Вот Чё? здесь вот Ага. за мухой вышла тоже такая, развернулась. Вот прямо тут. Ничего себе, слушай, а внизу здесь, конечно, тоже микижа капец. То есть она здесь есть, вот она. Это моя рекордная микижа, 72 сантиметра, 4 килограмма. Рыба не толстая. Длинненькая и превосходной комплекции. Просто вот смотришь, она по длине как стилхэт, но настолько широкая, массивная рыба, вся конопатая, безумно красивая. И видно, что это уже такая жизнью потертая рыба, бывалая рыба, которая живет очень долго в реке. Смотрю на нее и восхищаюсь, потому что это моя рекордная микижа, о которой я мечтал, чтобы поймать именно дикую микижу, там не стилхеда, а микижу, там больше 70 сантиметров. Я в этой поездке уже добился того, что я хотел поставить там себе отметку 70 плюс сантиметров микижу. Но если поймаю 75 плюс, то это вообще будет круто.
Ну, напоследок, давай посмотрим на нее. Превосходная рыба, 72 сантиметра. Вау. Просто. Нет слов на самом деле. И взяла по классике. Здесь такой миляк. Быстрое течение, миляк. И видно, ну, что в общем есть такое падение, резкий свал в яму. И вот муха шла прям по границе свала. И такая аккуратненькая поклевочка на черную крупную пиявку. Взяла такая крупная микижа. Ну, интересный участок реки. И у нас очень короткое время мы находились здесь. Мы буквально, может быть, целый полный рыболовный день у нас получился с Виталием вот в этой зоне среднего лагеря Дзензур. И очень много вопросов у меня осталось к этому участку, потому что здесь большая река и очень много крупной микижи, именно трофейной микижи. Но также мы были на верхнем лагере, там тоже очень много хорошей крупной рыбы. В общем, на реке Жупанова на различных ее участках достаточное количество крупной рыбы. Нужно просто заниматься, ловить ее, ну и, в общем, понять, что рыбе нужно, там, предложить какие-то мушки, ну и превосходно там наслаждаться ловлей. Микижа, похоже, все же. Ой-ой-ой-ой-ой. Бегает. Ну, нормально, не маленькая, такая, под 60 может. Хотя, ну да, я думаю, где-то под 60. Нормальная рыба, размер. Парам-пам-пам-пам. Вот такая микижа. Взяла бело-розовый стример. Серия стримеров Articulate. Это составной стример. Но у микижа прям в идеальной кондиции. Хорошая. 62 сантиметра. Давайте еще раз покажу. Превосходную микижу. Вечерняя. 62 сантиметра. Превосходное завершение дня. Пришли на базу, решил несколько забросов сделать перед тем, как отправиться в наш домик. И вот такая превосходная микижа 62 сантиметра. Ну, теперь точно отправляемся домой, в дом и отдыхаем.